Music Genius. Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о новых обновленных динамических наушниках от компании Keyfine, и они совместно разработаны в сотрудничестве с магазином Angel Ears. Приходят они в небольшой черной коробке с изображением самих наушников, на лицевой части логотипом компании и названием этой модели Delci AE, а тут указано, что это версия с балансным кабелем на 4.4, но вы также можете приобрести с кабелем на 3.5, если вам это необходимо. А тут расписаны все технические характеристики, и за звук в этих наушниках отвечает динамический драйвер диаметром 10 мм, чувствительность составляет 108 дБ с погрешностью плюс-минус 3 дБ, и они получили 28 Ом импеданс. На раскачку наушники не прям чтобы тяжелые, но все-таки некие требования к источнику тут имеются. Теперь давайте рассмотрим комплектацию подробнее. Достаточно подробная инструкция и сертификат качества. Наушники. Хороший фирменный кейс. Обновленный и довольно хороший кабель с коннекторами 2 пин и штекером на 4.4 джек. Набор силиконовых амбушюр и сменные золотистые звуководы. Наушники изготовлены из алюминиевого сплава и в этой серебристой расцветке смотрятся, как по мне, отлично. Внешний вид у них, конечно, тоже чуть поменялся, но логотип Keyfine на лицевой части по-прежнему сохранился. Разве что здесь добавились две буквы AE. И тут же рядом расположен стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а на внутренней части наушника находится маркировка канала, правый либо левый, и два отверстия для компенсации. Звуковод тут тоже чутка изменился, и теперь он съемный, и изначально наушники приходят вот с этим серебристым, обладая точно таким же, как в оригинале, сбалансированным и более теплым звучанием. А используя золотистый звуковод, мы получаем более энергичную и дерзкую подачу верхней середины и высоких частот. Тут уж кому что больше по душе. Но сидят наушники в ушах довольно хорошо, разве что звуковод лично мне хотелось бы, чтобы был подлиннее, для более лучшей и глубокой посадки и фиксации амбушюр. Но, конечно, если вы потратите, как и я, время на подбор амбушюр, например, я использовал и остановился на Tanzu Sankai, то все отлично, в том числе и со звукоизоляцией. А по источникам, как обычно, я по сей день использую ЦАП-усилители от Topping, и передайте им от меня большой привет. А теперь давайте поговорим о том, как звучат наушники Keyfine Delci AE Edition. Вот так выглядит их график частотной характеристики с использованием серебристого звуковода, и эти наушники имеют усиление низких частот на 11 дБ с очень плавным переходом на средние частоты и с просто прекрасным, четко по моему таргету акцентом на верхней середине. И сделано это прям оптимально, как я люблю. А дальше мы видим пик на 8 кГц от измерительного микрофона и плавное затухание уже после 15 кГц. То есть, как вы понимаете, по тюнингу здесь полный порядок. Используя серебристый звуковод, мы получаем басовитое и, что самое главное, крайне сбалансированное звучание с действительно мощным басом, прозрачной серединкой и просто прекрасными детальными и воздушными высокими частотами. Причем, на мой слух, высоких частот на краю этого диапазона даже будет чуть побольше, чем тут на графике. А вот уже с золотистым звуководом мы получаем чуть меньше баса, еще более облегченную нижнюю середину и чуть более энергичную подачу верхней середины и высоких частот, за счет чего наушники начинают звучать чуть порезче, подрайвовее, но и чуть более легковесно. Поэтому это уже, конечно, не подойдет как универсальный вариант для прослушивания всех жанров, но сам производитель вот тут нам четко написал, что это было оптимизировано как раз для классической и инструментальной музыки. И вот тогда, да, уже другое дело, и можно слушать без проблем, если ваша музыкальная библиотека в основном наполнена этими жанрами. А во всех остальных случаях просто используем сбалансированный, более гладкий и теплый по подаче серебристый звуковод. И лично я в основном его и использовал. Теперь давайте разберем звучание по порядку.
Низкие частоты — это прям то, что доктор прописал. Это настоящий фундамент из раскатистого и полновесного массивного баса с отличной глубиной саббаса и прекрасной текстурностью и прозрачностью. И что самое главное, для динамических наушников бас тут не воспринимается каким-то вялым и расслабленным на удар, а наоборот, он буквально четко сосредоточенный на удар, оставляющий очень аккуратное затухание после себя. А вот средние частоты тут то, что надо. Немного облегченные на нижней середине, но очень тепленькие, с отличным разрешением, прозрачностью и количеством воздуха в вокальной части, за счет чего с разделением и прорисовкой различных планов тут полный порядок. Мы имеем очень масштабную звуковую сцену с просто реально какой-то уносящей вас туда глубиной. Вот эта точность, которой обладают эти наушники, меня до сих пор поражает. Для одного излучателя тут просто, я бы даже сказал, слишком замечательная картина строится. Настолько все понятно и выверено даже в тяжелых и супер перегруженных инструментальных жанрах, что эти наушники мне реально не дают покоя. В таком небольшом бюджете сделать это действительно надо постараться. По звучанию они мне даже нравятся больше новых Titan S2. Тут нету той сухости и зажатости этого диапазона. Настолько тут все открыто и детально строится и воспринимается, что без сомнений эти наушники по сей день остаются хитом. А высокие частоты тут так и блещут той самой удивительной детальностью с прекрасной слышимостью всех послезвучий, различных акцентов, микронюансов и остаточных шлейфов от реверберации. Для динамических наушников результат тут просто потрясающий. Я действительно получил удовольствие, как будто послушал их снова первый раз. Вот уж что на этой обладающей эмоциональности и драйвовости иногда действительно не хватает после нейтральных и более расслабленных по подаче наушников. Здесь же просто заслушаться можно. Тут и хирургическая точность, и та самая показательная и выразительная техничность, и самое главное, что наушники очень всеядные, особенно с серебристым звуководом. Хотите послушать что-то более легкое и атмосферное, да без проблем. Хотите взбодриться и подпитаться дополнительной энергией, врубаем тяжелый металл или рок и просто поехали. Эти наушники буквально каждый раз говорят: окей, без проблем, давай сделаем это снова. А вывод у меня получился таков: Keyfine Delce AI Edition — это превосходные динамические наушники, по-прежнему умеющие удивлять при первом прослушивании, с очень прозрачным, открытым и басовитым звучанием. И используя серебристый звуковод, мне реально очень нравится их сбалансированное и, самое главное, неяркое звучание. Это тот случай, когда абсолютно всего полностью хватает, и остается лишь только наслаждаться прослушиванием. От себя я эти наушники определенно рекомендую. Ссылка на покупку находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Спасибо всем за просмотр. С вами был IC Genius. Всем удачи и пока.